Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее. Сейчас мы посмотрим, каким будет грядущий месяц сентябрь для тех, кто родился под знаком Телец. Мы рассмотрим общую атмосферу, сферу работы, финансов, личную жизнь и совет предостережения. Будет одна позиция для всех, выбирать ничего не нужно. Итак, давайте посмотрим общее настроение, общая атмосфера месяца сентябрь для тельцов. Мужчина важную роль играет. Мужчина, хитрость, мудрость, у кого-то треугольники, но все это связано с радостью. Хороший месяц сентябрь для тельцов. Смотрите, расклад у нас начинается с карты мужчина. Эта карта говорит о том, что мужская фигура будет в сентябре для тельцов весьма значимой. Для кого-то это новое знакомство, для кого-то это шаги от уже знакомого мужчины. Мужчине, который смотрит этот расклад, да, мужчинам, данная карта сулит ответственность и необходимость занять такую максимально прочную мужскую позицию. Причем этот месяц несет вам необходимость быть мудрыми, быть терпеливыми, потому что могут быть какие-то хитрости, какие-то, вот знаете, возможно, игры подковерные, но в данном случае все оборачивается вам на пользу. Карта Солнышко говорит о том, что месяц несет вам радость и дальнейшее процветание, поэтому у большинства зрителей карта Змея отыграется именно как мудрость, как какие-то необходимые знания, которые для вас обернутся в дальнейшем пользой, процветанием и развитием. Давайте посмотрим сферу работы. Что же будет в работе у тельцов в сентябре? Ответственный период. Судя по всему, Змея относится тоже к работе. Смотрите. Речь идет о партнерстве, взаимопомощи, взаимодействии. Причем вы взаимодействовать можете вот с хитрыми, с такими мудрыми партнерами, клиентами, работодателями. То есть вас окружают люди, которые хитры, мудры. В чем заключается эта хитрость? Здесь может быть неравноценный вклад в то, что вы делаете. Кто-то вкладывается больше, кто-то меньше. Кто-то получает больше, кто-то меньше. И нужно сказать, что работа для вас будет весьма энергозатратна в сентябре. Но вы справитесь. Порой даже вы будете сердиться, порой вы будете негодовать. Вас будут переполнять эмоции относительно того, ну что же происходит. Но, тем не менее, вы совсем справитесь. И очень многое здесь завязано вот именно на таких вот рабочих взаимоотношениях. Для многих здесь ожидаемые командировки, поездки какие-то. Для кого-то будет смена места работы, но здесь скорее переезд в какой-то новый филиал. Возможно, переход от одного дела к другому. Но знайте, что эти перемены для вас будут к лучшему. У кого-то даже будет, знаете, вот намечен курс на то, чтобы в дальнейшем оставить, покинуть текущее место работы. Но опять же, здесь эти перемены, они несут вам благополучие. Вы движетесь к новым светлым берегам. То, что будет у вас в дальнейшем, гораздо лучше, чем то, что вы имеете сейчас. Давайте финансы посмотрим. Финансы. Ой. Здесь, знаете, как шальные деньги. Легко заработали, легко потратили. Причем здесь в основном траты, здесь в основном такие расходы, которых, собственно, можно было бы и избежать. Но нужно сказать, что эти расходы, они не бьют по вашему карману. Здесь в целом все стабильно. У многих эти расходы могут отыграться на праздники, свадьбы, дни рождения, какие-то мероприятия увеселительные, просто потому что вот хотелось там шикануть, да, ой, мама, шика дам. А в целом все равно все стабильно. Сколько бы вы ни тратили, все равно, причем тратите на те вещи, которых можно было бы избежать, можно было бы и не тратить. Ну вот хочется, совершенно вот бездумно, совершенно просто так. Но тем не менее в финансах все стабильно. Стабильная прибыль, стабильное положение, все хорошо, все замечательно.
Давайте посмотрим любовь, личную жизнь, отношения. Ой, здесь прям перемены. Посмотрите, кубковый король. Для многих кармические встречи. Посмотрите. Очень интересная ситуация. Месяц перемен в сфере любви и личных отношений. Колесо фортуны. Прям судьбоносные решения, судьбоносные ситуации. Те, кто свободен, обязательно ждет новое знакомство. Обязательно мужчина с чувствами к вам придет. И дальше нужно будет определяться, что же с этим мужчиной делать. Сейчас расскажу, в каком ключе. Те, кто состоят в отношениях, здесь, опять же, появится либо активизируется мужчина, который проявляет к вам чувства. Это может быть и новое знакомство, и более активное проявление по отношению к вам того человека, которого вы уже знаете. На этой почве может возникать неопределенность. Здесь нужно будет делать выбор, нужно будет принимать решение относительно того, что же делать с этим кубковым королем. Те, кто был в отношениях, придется отдавать предпочтение кому-то из своих ухажеров, либо же здесь пахнет треугольником. Луна – это карта тайных отношений. Те, кто свободен и обретает новое знакомство, здесь важно будет избавиться от того, что мешает развитию этих отношений, потому что кубковый король, он, как правило, такой весьма романтичный, весьма такой эмоциональный, но у него пока мало конкретики, у него мало каких-то конкретных действий. И здесь вот придется либо избавляться от препятствий на пути к достижению этого счастья для того, чтобы этот король стал более активным, либо, собственно, избавляться от короля, потому что, не хочешь, не надо, что ты мне время мое тратишь. Да, и здесь, собственно, в этом у вас будет некая такая неопределенность. Но выбор сделать придется, потому что вот эти события, они будут влиять на все дальнейшее развитие вашей личной жизни и ситуации в целом. Давайте посмотрим, к чему же стремиться. К чему стремиться? А стремиться стоит к статусу императрицы. Важно выбирать те отношения, в которых вы либо занимаете, либо можете занять пост законной супруги, матери, официальной спутницы. Важно однозначно стремиться к своему такому уважаемому, статусному положению. Ну и восьмерка жезлов – это достижение целей, это движение вперед. Если поездки, если прогрессы, это однозначно да. И, конечно же, важно помнить об удовольствиях. Карта солнышко, паж кубков – это те моменты, которые могут вас наполнить, это те моменты, которые могут вас порадовать. И здесь вам важно самой направлять свой корабль, свою лодку, потому что жезловая королева, она сама решает, куда она пойдет. И вот важно идти в направлении поставленных вами целей. А цели здесь приветствуются, связанные со стабильностью, с материнством и со всем, что касается семьи. Остерегаться нам стоит медлительности, хитрости. Посмотрите, карта дьявол, это обман, это треугольники. Вот здесь в сфере личной жизни это отыгрывается больше. И знаете, вот судя по всему, мужчина, который будет себя проявлять, он здесь очень важен, очень значим. Вам стоит остерегаться тайных отношений и всего, что может поставить вас в тупик. Причем здесь не затягивайте с принятием решений, потому что ситуация может усугубиться. И здесь же в предостережениях жезловый король. Потому как определенные действия со стороны человека, который не может дать вам определенность, а может только намутить воду, они могут быть для вас весьма такими, я бы сказала, дорогостоящими. Пятерка кубков – это карта сожаления, это карта, которая называется «сам виноват». То есть сначала наломали дров, а потом огорчаемся, как же так все получилось. Поэтому здесь стоит, конечно же, руководствоваться принципом стабильности, принципом того, что гарантирует вам вот именно какой-то четкий статус и отсутствие тайн и двойственности. В целом нужно отметить, что сентябрь для тельцов будет прекрасным. Да, здесь будет и хитрость, и мудрость, и важная роль мужчины, но в целом вас ждет счастье. И данные события, они призваны быть своего рода катализатором для
вот этого дерева, для вот этого развития и движения вперед к тому, к чему вы изначально и стремились. И здесь важно понимать, что все в ваших руках. Вот такой получился у нас с вами расклад, уважаемые тельцы. Я благодарю всех за просмотр, благодарю всех за подписки, лайки, комментарии. До встречи с вами в новых видео.